Битва за Белый дом состоялась. Станет ли ошеломляющий политический камбэк, как называет его новый вице-президент, ну практически новый Белого дома, камбэк Дональда Трампа, его победа проигрышем для Путина и победой для нас? Поговорим прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова, и вместе с нами Джейсон Джей Смарт, американский политолог. Джейсон, здравствуйте, искренне рады вас видеть. Добрый день, Ирина. Улыбаясь и весьма выглядя довольным собой, Дональд Трамп сказал: никаких войн не будет при мне. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента, который, по всей видимости, уже по всем оценкам профильных медиа станет будущим президентом 47-м Белого дома, с победой. И говорит: вот так, теперь мир через силу. Поздравил Зеленский Трампа с победой и уверен, что как раз справедливый мир удастся приблизить через подход, который мы не видели наверняка все-таки от крайне осторожной администрации Байдена. Мир через силу. Удастся ли, как полагаете вы, станет ли это действительно проигрышем для Путина? И будет ли Трамп давить на Кремль через силу? Ну, первым, я думаю, что Зеленский сказал, это очень правильно, потому что мы не можем изменить. Это факт о том, что Трамп будет президентом еще раз. Из этого, да, лучше общаться с ним и сказать, что мы не против вас, мы действительно рады, что мы можем поработать с вами снова. Но что он собирается на самом деле делать с Украиной, это еще не ясно. Я думаю, что есть такая возможность, что он будет еще сильнее, чем Байден, но тоже есть возможность, что он будет просто прекратить все помощь Украине. И я думаю, что это реально, то есть это вариант я не могу исключать, особенно сейчас, насколько кажется, что Сенат и Конгресс будут в руках республиканцев. Джейсон, но если он прекратит помощь Украине, то это значит, что он будет каким-то образом договариваться с Путиным. Но если Путин, которому не нужно окончание войны, ему нужно только продление ее и масштабирование в другие регионы, и приобщение других стран, скажет нет, то Трамп вряд ли будет согласен на такое развитие событий. И тогда он может задействовать силовой вариант в любом случае против Путина или нет? Это, конечно, возможно. То есть мы не можем исключать этого. Но я думаю, что Путин сам прекрасно понимает, что это лучше найти общий язык с Трампом, чем ссориться с ним. Как вы знаете, ФБР показал, что во время выборов в США, что российская спецслужба помогла Трампу. Я думаю, что это много показывает. Это нам говорит, что Россия хотела Трампа. Почему это так? Я думаю, что из-за того, что Трамп, он любит сделать сделки, он любит показать, что он самый главный переговорщик. И из этого, я думаю, что он будет пытаться найти общий язык с Путиным на первом месте и тоже с Зеленским. И из этого, что будет, какие результаты будут, мы еще не знаем. Но мы можем надеяться на том, что он может убедить Путину прекратить войну. А в то же время, если даже Путину, который говорил, что им выгодна и победа вечно улыбающейся Камалы Харрис, сейчас он и помогал, если возможно, или хотел помочь своими вбросами и махинациями Трампу победить, по сообщению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не собирается поздравлять Трампа с победой. По крайней мере, Песков не знает о таких планах российского диктатора. А почему же? Если бы ему была выгодна победа Трампа, я думаю, он был бы среди одних из первых, кто поздравил. Ведь уже и президент Франции Эммануэль Макрон, и представители Евросоюза, и премьер, понятное дело, Венгрии Виктор Орбан, и президент Турции, уже просто практически половина мировых лидеров успели поздравить Трампа. А Путин почему-то не хочет или откладывает этот момент. Я думаю, что Россия, они прекрасно понимают, что большинство американцев не любят Россию. Всего есть 6% американцев, которые думают, что Россия хорошая страна, и 67% американцев поддерживают Украину. И из этого я думаю, что сами россияне понимают, что это просто было бы невыгодно для Трампа сказать что-то публично. Это гораздо умнее ничего не сказать. Или, как Путин сказал во время выборов, что он бы проголосовал за Байдена. Он знает, что это делает, это ущерб Байдену, и это не выгодно для Байдена. Из-за этого Путин это сделал. Я думаю, что Россия прекрасно понимает, как играть эти игры.
Еще одна реакция Дмитрия Медведева, который в свое время был таким заменителем Путина на должности так называемого президента Российской Федерации, а сейчас является заместителем секретаря Совбеза Российской Федерации. Конечно же, его никто не спрашивал, но он высказался, что, по мнению Медведева, у Трампа есть одно полезное для нас качество, то есть для россиян. Как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок. Это, наверное, он на нас, на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Медведев считает, что зеленое не очень хорошее слово в Киеве, зароется в белый порошок. Это он, наверное, о Зеленском. Как будто мы расстроены. Но, как видим, нет, скорее наоборот. В то же время наши притямные аналитики вспоминают, что именно Трамп стал первым президентом, который дал Украине джавелины, что именно Трамп создал Крымскую декларацию, при которой США никогда не признают Крым русским, подписал следующий список Магнитского, закрывал российские консульства из-за Украины и агрессии. Ну да, унижал НАТО через то, что были маленькие вклады и не только лишь. Какие еще вот такие решительные шаги Трампа мы можем вспомнить за его первую каденцию, о чем свидетельствует достаточно таки истерическая реакция Медведева? Первым, я думаю, что просто важно сказать, что да, действительно Трамп помогал Украине гораздо больше, помог Украине, чем Обама. Мы не можем спорить об этом, это ясно. Но я думаю, что важно заметить, почему он это сделал. Как вы помните, в то время было расследование в США, если Россия помогла его кампании. Ему надо было показать, что они были пророссийские. Из этого он сделал такие шаги и показал всем, что если бы я был пророссийский, зачем тогда я помогаю Украине? Но я не думаю, что это из-за того, что он искренне это любит, или он думает, что это хорошо, просто заставили его это сделать. Из-за этого это было ему выгодно в это время. Что он сейчас думает, это сложно знать. Но мы знаем, что он сам сказал. То есть он сказал, что Украина далеко, это американские деньги в чужой стране, это в Европе находится война, из-за этого европейцы должны платить за это, не американцы. Из-за этого я думаю, что мы можем ожидать, что он будет влиять на европейцев, чтобы они помогли Украине побольше. Джейсон, а насколько мы можем понимать масштаб того вмешательства Российской Федерации, возможно, Ирана, который на этих выборах мог быть, или насколько они хотели вмешаться, но не получилось? Ну, мы знаем, что они пытались. Даже вчера, как вы знаете, были это звонки на разных избирательных участках, где они сказали, что были бомбы там. И милиционеры вчера сказали в США, что они уже уточнили, что эти звонки были из России. Это было именно в этих местах, где большинство демократов голосует. Кажется, что они хотели испугать демократов, чтобы они не проголосовали. Даже внутри кампании Харриса, где я сам участвовал, я могу сказать, что они нам сказали, что нам надо не распространять информацию по поводу этой атаки вчера из России, из-за того, что они не хотели испугать наших избирателей, чтобы они не проголосовали за Харриса. Но в то же время, насколько будет зависеть еще позиция и поведение и решение Трампа от той команды, которую он сформирует вокруг себя? Джей Ди Венс, мы понимаем, да, какие еще лица могут быть такие, которые будут давать отпор Кремлю или хотя бы тоже показывать, что они точно не пророссийские, даже если пусть и не проукраинские, но проамериканские, возможно, где-то еще за демократию. Ну, я думаю, что Джей Ди Венс и всех людей в Сенате, он сам, я бы сказал, антиукраинский. Он человек, который сказал уже много раз, что ему без разницы, что дальше будет, если будет Украина вообще как страна или нет. Он сказал, что ему без разницы. И мы знаем, я могу сказать, что его семья, например, которую мы знаем, что они очень близко к Трампу, они постоянно с ним. Мы видим, что они пишут в соцмедиа. Они сказали, что это все деньги, которые мы даем Украине, или оружие, которое мы даем Украине, это деньги на ветер, что украинцы украдают эти деньги, и что-то невыгодно помочь Украине больше. Они никогда не сказали, что это пророссийский, насколько я помню, но против Украины, да, они часто пишут. Ну а другие люди, которые могут появиться в окружении Трампа, насколько они могут быть, пусть не проукраинские, но адекватные к реальности? Это именно где есть, и для меня самая большая проблема с Трампом, о том, что те, которые вокруг его, они более радикальные люди. Есть такие люди, как Илон Маск, который тоже влияет на него.
Такер Карлсон лично дружится с президентом. Из это такие люди, которые влияют самое большое влияние на Трампа, их позиция, я бы сказал, не проукраинский. На первый раз, когда Трамп был президентом, было много людей, которые думали, что ну ладно, то есть он странный, он непонятный, но это какой-то риск, но мы можем ему помочь. И действительно, были нормальные люди, которые работали с Трампом в то время. А сейчас тех людей очень мало, потому что люди уже знают, кто такой Трамп. Из-за этого думаю, что будет очень сложно найти нормальных, порядочных людей, которые любят Украину, которые хотят помочь тут и понимают, насколько действительно Владимир Путин зло, что это будет сложно найти их, которые готовы работать в администрации Трампа. Потому что его позиция по поводу России, по поводу Украины такой непонятная. Я думаю, что это будет сложно сейчас. Хорошо, Джейсон, но есть же еще избиратель, который давал свой голос за Трампа и команду, или избирателю республиканцев, особенно мага крыла, в принципе, все равно, где проходит граница на востоке Украины и чей Крым? Я думаю, что это важно тоже заметить, что в Конгрессе и Сенате, например, есть республиканцы, и много, которые поддерживают Украину. Это не все, которые мага. Мага – это только часть республиканской партии. Да, они будут контролировать Белый дом, это точно. Но это не значит, что они будут контролировать главные комитеты, например, в Конгрессе или в Сенате. Там есть еще нормальные люди. Из-за этого это не конец мира. Я сам не очень беспокоюсь, я не счастлив, как все сейчас. И я думаю, что это нормально переживать чуть-чуть, но я не думаю, что это конец мира. Не должна быть депрессия. Потому что есть еще нормальные порядочные люди внутри республиканской партии. Насколько теперь контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей Конгресса США дает практически неограниченную власть и республиканцам, и Трампу в частности? Я думаю, что это будет очень интересно, потому что политика будет уже по-другому. Обычно, когда есть республиканец в Белом доме, значит, что Конгресс в руках демократов. Из этого есть какой-то компромисс всегда. Демократы хотят один, и республиканцы хотят другой. Из этого им придется найти общий язык. Но в этом случае, насколько это будет больше споры внутри республиканской партии, это будет очень интересно. Как вы знаете, международные отношения для американцев в любой стране – это не главная тема, это не главный приоритет. Обычно люди не переживают об этом. О чем они переживают? Они переживают о инфляции, о экономике и такие вещи. Из этого для них будет главный приоритет, что дальше будет внутри Америки. Но что хорошо об этом? Есть те, которые действительно хотят помочь Украине внутри Сената и Конгресса, которые, я думаю, что, насколько они понимают, что это не так важно, что происходит в других странах для большинства конгрессменов, что они могут найти компромисс об этом. То есть они будут готовы помочь с разными программами внутри Америки, если это республиканцы тоже будут им помочь с иностранными международными отношениями. Из-за этого по поводу международных отношений есть надежда, что они будут думать о Украине и еще как-то помочь Украине. Друзья, мы работаем в прямом эфире Ютуба 24 канала. Поставьте, пожалуйста, свои лайки. 1300 людей нас смотрят. Будьте более активны. Призываем вас. Подписывайтесь на Ютуб 24. Вопросы свои также задавайте, если они у вас есть. Хорошо, Джейсон, но ведь Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа практически. Ну, по крайней мере, до инаугурации. Мы уже засекли время или мы поторопились? Даже я читал вчера ночью, что NBC писал, что Дональд Трамп собирается поговорить с Путиным сегодня. И из этого, даже, может быть, сегодня будет какой-то новости, о чем они поговорили, а что дальше будет. Но я думаю, что это очень по-трампски. То есть он предлагал что-то, которое нереально, то есть прекратить войну в течение одного дня. Мы все знаем, что это просто невозможно. Но он говорит такие вещи, такие общие обещания. И для большинства людей это им приятно, потому что они не хотят понимать детали, они не хотят знать, как это реализировать. Они просто хотят знать, что с Трампом будет мир, и он знает, как это делать. Это все. Из-за этого я думаю, что это будет интересно, что Путин ему ответит, но я думаю, что это я не могу исключать, что Трамп будет действительно успешным в этом до его инаугурации, что он нашел какой-то время замерзнуть конфликт на ближайшее время.
понимаю, что не просто гадать, как поведет себя, в принципе, Трамп, да, и в вопросах Украины, и Израиля, например, и не только, но израильские аналитики, вот, например, говорят, что в Иране сильно огорчились победой Трампа. Действительно ли могли и в других диктаторских режимах, такие как Иран, такие как КНДР, огорчиться? Тот же Китай, я полагаю, не слишком-то рад, Джейсон? Не думаю, что Израиль это одно дело, а потому что Трамп всегда был очень произраильский. Но, как вы знаете, политика Израиля это тоже важно в Америке. Мы часто говорим о Израиле, и это не что-то нового, это уже 70 лет так. То есть мы постоянно говорим о Израиле. Из-за этого я не сомневаюсь, что он действительно будет помочь Израилю. Но по поводу Тайвана, на самом деле, я думаю, что это может быть не совсем плохо, что Трамп стал президентом. И причина очень простая. Я согласен с Трампом, когда он говорит, что Путин не бы начинал полномасштабное вторжение в Украину, если бы Трамп был президентом. Я думаю, что была бы война когда-то в будущем, но не при Трампе, из-за того, что Путин просто не знает, что Трамп сделал, какая реакция. Никто не знает, что Трамп планирует. Из-за этого это огромный риск. И это как, кстати, политика диктатора Северной Кореи. Почему никто не вмешает в Северной Корее? Потому что мы просто не знаем, если он действительно готов запускать ядерные ракеты на Южной Корее или нет. Из-за этого никто не трогает его никогда. Что он сумасшедший, это плюс. И Трамп, он тоже прекрасно это понимает, и что это непредсказуемо, что это вообще непонятно, что он думает, или как он думает, или что он хочет, это видно, потому что люди боятся его. И это не что-то нового, он всегда это сделал, даже в бизнесе. Много писали об этом уже лет 30-40 лет назад, что он всегда сделал такое. Он понял, что это непонятность, это дает ему какую-то силу. И думаю, что в этом случае это возможно, что Китай не будет атаковать Тайвань именно из этого. Китайцы прекрасно понимают, что Трамп не любит Китай. Он часто об этом говорит. Из-за этого я думаю, что они не хотят сделать что-то против Трампа, которое может начинать войну с Америкой. Джейсон, то есть вечная такая ухмылочка непонятная, то ли от радости, то ли от того, что ножичек за спиной Си Цзиньпиня наверняка исчезла с его лица на несколько минут. И можем ли мы прогнозировать, что и в торговых, в денежных отношениях также будет все не так просто? Будет ли торговая война, грубо говоря, или такие какие-то максимальные ограничения со стороны Трампа и удушения для Китая? Или не так все глобально? Не думаю, что это не будет так нормально. Я думаю, что на самом деле Трамп по поводу международных отношений особенно, я уверен, что он не думал об этом. Я уверен, что у него нет плана для Тайвана, ни для Украины, ни для России, ни для никого. Он просто не думает о таких вещах. Ему просто не интересно. И он знает, что это во время кампании особенно не очень важно. Потому что мало людей спрашивают об этом. Большинство спрашивают о внутренних проблемах в США. Из-за этого я думаю, что это будет уже после инаугурации или ближе к инаугурации, когда будет ясно, кто его советники, кто будет круг его, кто будет отвечать за международные отношения, тогда мы можем лучше понимать, какая политика будет в администрации Трампа. Джейсон, о внутренних теперь поговорим, о вызовах и мыслях. Думает ли Трамп о внутренней политике? Wall Street Journal пишет о том, что более значительная даже, чем в 2016 году победа Трампа в этом году, 2024, стала возможна фактически из-за провалов и политических неудач администрации Байдена. В частности, и в разочаровании за эти 4 года его избирателей Байдена в результатах его прогрессивной, ну точнее даже не очень политики. Я более 5 часов, слушая разные комментарии именно жителей и избирателей Соединенных Штатов Америки в эфире наших коллег из «Голоса Америки», за что мы благодарны им, услышала, что в принципе главное, почему голосовали за Трампа, это проблема мигрантов и это экономика, почему голосовали за Камалу Харрис, это единство нации, которое видели в ней, ну такое символически абстрактное, да, и вопрос запрета абортов, и в принципе все. Ну больше конкретики какой-то было, видимо, того, что беспокоит американского избирателя, я услышала в аргументации за Трампа. А на самом деле, почему все-таки получилось у Трампа и не получилось у Харрис со стороны поддержки американского избирателя? Какие проблемы волновали их больше в тех обещаниях и решениях, которые декларировал Трамп? Знаете, есть много причин, но я думаю, что главное о том, что мы можем начинать с Харрисом. То есть Харрис, как вице-президент, не был хороший вице-президент. Если честно, я вообще не помню ничего, которое он сделал на последние 4 года. Вы помните, когда Байден, например, был вице-президент при Обаме?
Байден приезжал сюда, в Украину, несколько раз, он сам занимался Украиной. У него был очень ясный и яркий роль в администрации Байдена. А Хэррис, они решили, что она будет, бог знает, чем она занималась, но она не играла никакого серьезной роли. И из этого, когда он стал кандидатом, как вы помните, кандидат сначала это был Байден, но Байден уже такой старый, что было ясно, что он проиграет выборы, и они поменяли его за Хэрриса. Но Хэррис был очень слабый, и она вообще не могла объяснить американцам, кто она, почему у нее есть хороший план. Никто не понял, какие планы. То есть я сам даже помог ей компании, и я не знаю, какие экономические планы у него были. Это был очень слабый. В то же самое время мы видим, что Дональд Трамп, он сказал и постоянно говорил те же самые вещи, то есть нелегальной иммиграции и экономики США. И да, я понимаю, что его предложение чуть не сумасшедшее, он сказал, что он будет отменить все налоги в США. Это просто невозможно. У всех есть налоги везде по миру. Но он говорит такие вещи, которые будут, конечно, главные новости. Из этого, когда американцы каждый день видят главные новости, Дональд Трамп предлагает это, или еще он собирается депортировать нелегальных иммигрантов. Вы понимаете, что у нас есть порядка 15 миллионов нелегальных иммигрантов. Это просто нереально их депортировать всех. Но люди хотят такие общие сказки, чем факты, и это очень выгодно во время выборов. Да, Джейсон, конечно, я тоже, слушая митинги Трампа и Харрис, понятно, не все часовые, но урывки, фрагменты, а некоторые подольше, я там слышала, ну, как ни крути, конкретные предложения, а здесь у Камалы Харрис более абстрактные. А почему не получилось? Ведь 21 июля, когда Байден, как вы упомянули, сошел с дистанции, было немало времени продумать и план, пусть не стратегический, но тактический, и обрисовать какие-то конкретные действия, которые привлекли бы и вернули американского избирателя демократов. Это как-то была разбежность в самой также демократической партии, или не хватило все-таки немного времени? Не стало ли ошибкой то, что Байден ушел с дистанции также? Да, это точно. Это сложно понимать, но действительно Джо Байден был самый непопулярный президент в истории США. Самый непопулярный президент в США. Но второе место в этом списке Дональд Трамп. Из этого мы знаем, что американцы не любят, чтобы был вариант или больше Байдена, то есть через Хэрриса, или Трамп. Но просто Байден такой непопулярный, он сделал так мало, и действительно очень слабый президент, что люди искали что-то новое. Они хотели изменить путь. И это было ясно в соцопросах уже несколько месяцев назад, что будет очень сложно для демократов выиграть. И Дональд Трамп, как и всегда, когда вы будете просто предлагать всем, что все будет классно, все будет отлично, просто голосуйте за меня, и вы будете богаче, вы будете счастливее, и все будет в порядке везде по миру. Люди хотят такие вещи. Объяснение, как дальше, как он действительно будет это реализировать, люди даже не хотят знать. Но Хэррис, что она не могла объяснить, почему она другая, чем Байден, что она не будет еще 4 года Байдена. Это была огромная ошибка. И что люди думают, что если она будет в Белом доме, это значит, что это будет то же самое ужасное президентство, как при Байдена. Они не были готовы это принимать. Джейсон, а правильно ли я понимаю, что и для нас победа Харрис была бы продолжением 4 лет, ну из них 3 почти полномасштабной войны администрации Байдена, политики Байдена, и в принципе никаких бы радикальных изменений и шагов предпринято не было? Ну, Хэррис никогда не объяснил ее политику по поводу Украины. Я думаю, что на самом деле у нее не было никакой политики о Украине. Я думаю, что да, как минимум она будет сделать то же самое, как Байден. Но в самый лучший случай, я думаю, что она, может быть, была бы еще сильнее. А почему? Потому что она сама прекрасно поняла, что большинство американцев думают, что она слабый кандидат и слабый вице-президент. И из-за этого ей надо было показать им, что нет, наоборот, она очень серьезный, очень сильный лидер, и что она готова действительно бороться с злом, как против России. Из-за этого я думаю, что это было бы для ее огромная возможность показать, что она сильный лидер. Из этого, конечно, никогда не узнаем точно, как это было бы, но сейчас и Трампом это будет совсем по-другому.
Будет совсем по-другому. А почему, Джейсон, все-таки не нашлось насколько поняла я из аналитических данных, около 240 миллионов американских избирателей имели право голоса. Неужели, в принципе, из них, из представителей Демократической, Республиканской партии не нашлось за эти 4 года никакого другого кандидата, никаких других кандидатов и от одного лагеря, и от другого? Как так? Ну, для меня это тоже удивительно, честно. Честно, это очень удивительно. И все американцы мы спрашиваем друг друга, как это так, что у нас из всех 330 миллионов американцев у нас был вариант или Байден, который у него, кажется, Альцгеймерс, или у нас Хэррис, который совсем слабый, или Трамп, который сумасшедший. И у нас 3 варианта. Но после того, что хуже всего о том, что внутри демократической партии было решение советников Байдена, что они сделали все, чтобы никто не понял, насколько действительно Байден старик, и насколько он действительно уже не может работать как президентом. И насколько, что они не сказали правду всем, и сказали, что да, он уже старый, уже ему пора уйти на пенсию. А наоборот, они сделали так, чтобы, они сказали всем, что все прекрасно с ним, что он здоровый. И когда сами американцы видели, насколько он на плохое состояние, это показало, что демократическая партия, Белый дом, врал уже несколько лет о его здоровье. И это был большой минус тоже для демократов. И потому что они не могли использовать это последние 4 года, искать другого кандидата для себя. Нет, они думали, что это точно будет Байден, из-за того, что Байден прекрасный, у него хорошее здоровье. Но это показалось, что не так. Да, неужели действительно за эти 4 года не приходило осознание того, что года-то идут в любом случае? И это совсем не об эйджизме, а о возможностях и потенциале. И, конечно, мы им благодарны за всю ту помощь, которую мы видели не только. Но, да, уже случилось, как случилось. Мы-то тоже понимаем иногда, что есть ситуации выбора без выбора. Но у Байдена, его администрации и обеспокоенного Джейка Салливана не только лишь, еще есть время. Этот зазор до января месяца, который, по всей видимости, пройдет спокойно, ведь Трамп победил, и штурмы Капитолия вряд ли повторятся. Гражданской войны в Соединенных Штатах точно не случится, а, возможно, случится более решительные теперь действия со стороны администрации еще действующего Белого дома. Джейсон, что же их теперь может сдерживать? Сейчас это будет интересно. Но я думаю, что ситуация будет спокойнее внутри Америки. Конечно, для демократов это уже пора понимать, что они проиграли эти выборы из-за того, что они слабые, что они выбрали плохих кандидатов, а они проиграли не только Белый дом, это не только из-за Хэрриса. То есть они проиграли и Сенат, и Конгресс. А это из-за того, что они решили не отвечать за проблемы обычных американцев. Они не объяснили американцам, почему действительно они будут жить лучше при демократической администрации. Из-за этого они сами виноваты для этого. Это 100%. Я надеюсь и думаю, что демократическая партия может еще собраться и думать, и передумать, как они работают, чтобы через 2 года, когда будут еще раз выборы для Конгресса, они могли поставить новых кандидатов, которые гораздо сильнее. Джейсон, а может ли, например, дать действующая еще администрация разрешение бить дальнобойным оружием по территории вглубь Российской Федерации? Или все-таки уже надо нам ждать прихода следующей администрации? Это отличный вопрос, потому что мы просто не знаем, что дальше будет с Байденом. А если он будет просто сидеть там в Белом доме до инаугурации, и ничем заниматься, или он действительно готовы работать. И сейчас, как раз после выборов, он может помочь Украине побольше. То есть уже сейчас ему не надо думать, и что избиратели хотят или не хотят, он может делать, как он хочет. Из-за этого я очень надеюсь, что он будет использовать это последние пару месяцев, помочь Украине гораздо больше, и тоже разрешать Украине атаковать внутри России. Потому что это будет его последний шанс показать мир, что у него есть какое-то лидерство. И однозначно, и это, насколько я знаю, тоже, Джейсон, я слушаю ваше интервью для Киевпост, и не только, и с военными аналитиками, и международными экспертами. Мне также говорят, что вот такие бы шаги, они бы повлияли на ход войны, как ни крути. Пусть не завтра, пусть не через час, пусть не через месяц, но тем не менее, неужели не захочется администрации Байдена закончить эту историю вот такими прорывными действиями? Это точно. То есть это конечно, я сам не понимаю это, я против этого решения Байдена, но так есть. То есть он очень слабый, и его администрация, я думаю, что в истории мы будем помнить Байдена как человек, который постоянно переживал о эскалации и не переживал о победе.
И из этого он был очень слабый президент. И что хорошо о том, что скоро он не будет президентом. А если Трамп будет лучше, я не знаю. Но я даже рад, что это больше не будет Байден. Ну и тоже нашу сегодняшнюю беседу, надеюсь, далеко не последнюю. Катастрофы не случилось, и мир на грани какой-то небывалых изменений тоже не оказался. Просто работаем дальше и следим, что будет, правильно? Это точно. То есть не надо переживать. То все будет нормально. Надо просто посмотреть, что дальше будет. Хорошо, тогда ставим 3 точки, наблюдаем, анализируем. Джейсон, благодарю вас от всей души за эту беседу, за то, что время нашли оперативно по свежим, горящим и горячим следам. До новых встреч, берегите себя. Спасибо. До свидания. Джейсон Джей Смарт, американский политолог, был вместе со мной, Ириной Узловой. Друзья, благодарю, что вы провели с нами это время. Больше 2000 людей нас смотрело. Спасибо за ваши комментарии, активность. Оставляйте также свои мнения. Если будете смотреть нас уже в записи, поставьте лайки, пожалуйста, и подписывайтесь на YouTube 24 канала. Все эти ваши действия позволяют нашим беседам продвигаться просторами YouTube и просто добавляют настроение. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.